Эйсид Флориани. Насколько мне известно, по сей день существуют некие предрассудки и предвзятость по поводу обнаженных натурщиков мужчин. Да и в целом в нашем обществе с пониманием мужской красоты сложно. Что думаете на этот счет, друзья, художники? Я как-то не сталкивался. Просто если даже больше в коллективе женщин, которые приходят на наброски, то так вот по статистике опросов таких, разговоров, многие, большее количество женщин любят рисовать женщин. Но заметно оживляются, когда мужская модель вдруг появляется. Сразу огонь в глазах, шуточки. Мускульного мужчину рисовать очень интересно. Сложно, но очень интересно. У него много всего, а нужно держать, в общем, простоту формы, да. Грубо говоря, там, например, плечо, да. Как это просто вот представлять ее как болванку такую простую. А тут еще наворочены бицепсы, трицепсы, там всякие штуки. То есть из простоты форм складывается конструкция, на которую налеплены всякая красота, мышцы или грудь, или там какие-то еще навесные системы. Еще был коммент, что найти модель сложно мужскую. Посмотрите, ВКонтакте есть группы. Обнаженная модель, обнаженные натурщики, или натурщики Москвы. Разные. Просто наберите какие-то такие понятийные слова и посмотрите количество подписчиков в этих группах, регистрируйтесь и приглашайте. Есть натурщики, которые предлагают костюмированные постановки, исторические, то есть это все есть. Почему-то ВКонтакте больше всего предложений. По крайней мере, я видел. Скажите, что вы думаете насчет предвзятости, друзья, обнаженных натурщиков, рисования? Это, как я понимаю, для набросков. Если, конечно, какая-то тематическая, образная постановка, какая тут предвзятость? Просто приглашается натурщик на нужную тему и ставится и рисуется в тишине. Что касается ню, все-таки это женская модель. Я с вами согласен. А может быть, пришло время разработать ню как предложение мужской модели и посмотреть на реакцию публики. Кто смелый, попробуйте сделать какую-то серию ню, обнаженную мужскую, и предложить на выставке. Капли воздуха действительно маленькие форматы. Я лично делала ночные за 2 минуты, но замесы делала все-таки при свете. А так под луной 2 минуты и готово. И круто получалось. Мне даже больше нравятся ночные, вечерние и восходные такие картины. Конечно, это замечательно. Просто фонарик купите, и его либо на лоб, либо на... Вот у меня такой штатив для зонтика, я его прицепляю, и на него фонарик. И очень удобно писать, потому что сделать замес еще когда светло, и потом класть, это как-то не очень удобно, потому что все-таки мотив, этюд пишется какое-то время, нужно видеть все-таки, что там на палитре происходит и на холсте, поэтому фонарь просто обязателен. Как только солнце скрываться начинает, и вот день угасает, нужно вешать фонарь и делать замес, еще светло. Но эта светлота, прям 10 минут ее уже нет. И ты потом начинаешь путаться, просто не успевать за состоянием. Лучше несколько написать, таких вечерних. Вечерние состояния очень интересны, это мои любимые. И с вами согласен. Абсолютно капля воздуха. Круто получается, это да. Куплю мелкие форматы и буду фигачить по полной, так как они очень воодушевляют на дальнейшую работу. Это, опять же, капля воздуха. Конечно, маленькие форматы и вечерние очень фигачить удобно, да и дневные, потому что ты же не увязаешь в деталях, ты быстро реагируешь. Это сиюминутность в холсте, вот в этой работе, она дисциплинирует, и на это нужно быть нацеленным, на быстроту передачи
этого ощущения, вот этого моментальности в природе, которая возникает. Поэтому маленький формат просто незаменим. И это может быть произведением искусства, если на это настроиться. Это не значит, что ты написал маленькую работу, а потом будешь делать по ней большую. Она сама ценна и может стоить у некоторых художников не меньше, чем большая работа. Ну, как бриллиант. Маленький, да, золотник, да дорог. Прошу вас, друзья, отмечаться в журнале, ставить лайки, задавайте вопросы. Вопросов нет. Юзер очередной. Ну, справьтесь вы уже, наконец, с юзером. Ну, заходите в в Google, и в разделе, там, где псевдоним, новая строчка появилась. Ну, напишите какое-нибудь другое слово. Юзер — это по умолчанию Google вам предлагает. Ну, впрочем, может быть, вам так и нравится. SX юзер. Скажите, Слава, как справляться? На пленэр с сентября не выходил. Сейчас зимой возможности нет. А с натуры писать хочется. Ну, кто-то недавно написал хороший коммент. Не знаешь, что писать? Пиши яблоко. Ведь вопрос-то, как ты это напишешь, яблоко? Может, ты ее так напишешь так, что это будет вообще шедевр шедевров. Никто так не писал, это яблоко. Ведь мы пишем в конечном счете среду. Я уже приводил пример. Милан, такой фамилия художника, который пишет свою мастерскую всегда. Ну, просто великолепнейшие работы, посмотрите. Милан, 2 Л, по-моему. Живописно, цвет, все, ну, хаос в мастерской. Вот тебе и как справляться. Не надо никуда выходить. Пишите то, что вот сейчас происходит. Ну, чуть-чуть там сгармонизируйте, какую-нибудь там вещь поставьте, натюрморт. Это же замечательно можно. Писать просто каждый день то, что вокруг. Простые вещи, не надо ничего усложнять. И только с натуры, никаких фотографий, потому что глаз, уже 100 раз говорил, видит мельчайшие оттенки в 100 тысяч раз, миллиона раз, лучше, шире, чем любой фотоаппарат передает. Нужно приучить глаз работать, замечать. И тогда будет на натуре. Вы просто не сможете писать потом без натуры. Вернее, вы сможете так, что на холсте будет передано очарование от нюансных отношений. И это дает только натура. Фотография урезает все цвета, все тона, обостряет. Одно но. Писать с натуры — это не значит тупо списывать то, что ты видишь. Перерабатывать. Вот почему важно прищуриваться? Потому что меньше света попадает на сетчатку, вы видите точность отношений, а потом, когда смотрите уже нормально, вы видите нюансы в этом пятне, которые вы точно взяли. И вы его насыщаете, обогащаете какими-то цветами. Можно сходить, если нету, на барахолку, на этот самый блохастый рынок, купить там какие-нибудь приблудности, составить. Не надо много. Но главное, чтобы они были выразительны, вас они трогали. И поставить, сочинить среду. Мы же пишем среду, не просто мы пишем там яблоко. В какой среде это яблоко находится, важно. Что там справа, что слева, какие рефлексы падают на него. Виктория Ш. Как готовиться к наброскам с натуры? Я беру маленький формат, начинаю мелочить и закапываться. Беру большой, не успеваю. Берите средний. Запишите нам рекомендации, пожалуйста. Рекомендации, как я готовлюсь к наброскам с натуры. Я подготавливаю бумагу, нарезаю так, что у меня квадратный формат, примерно 40 на 40 у меня. Можете сделать 30 на 30. Квадратный. Объясню потом, зачем. Потом, чуть-чуть прямоугольный. 30 на 40. Значит, 30 на 40 и 40 на 40 у меня. 2. Можно еще уже сделать. Я не знаю, 40 на 20, например. Какие-то из остатков. Почему нужны такие форматы? Потому что модель, например, стоит вертикально. Чего ее помещать в квадрат? Там много места останется. Конечно, в квадрате можно несколько моделей нарисовать. Да, это вариант. Но если на одном листе одна модель, то вертикально берешь, разложил стопочкой, вертикально, хоп, ее нарисовал. Она чуть-чуть там ноги раскинула, эта модель. Смотришь, как закомпоновать. 30 на 40.
Она стала вот так, села куда-то. Квадрат. Берешь квадрат. Вот, что касается бумаги. Компонуешь, исходя из этого листа, чтобы поместилась левая точка, нога, например, там, опа, отметил ее. Правая точка, опа. И ты в этом, какая-то еще там задняя часть, например, огузок. Там наметил, где это в листе, да? И филейную часть потом закомпоновал так, чтобы было гармонично. В этом, уже вот в этом квадрате, в этих точках ты начинаешь жить и там все такое уточнять. Конечно, ты не закопаешься, не замельчишь, если ты все это разметил сразу, с первой же минуты. А может, набросок и длится минуту, да? Ну, тогда вот как-то за несколько секунд. Одну точку, вторую уже 2 секунды. И все так понеслось. Ну вот, бумагу собрали. Я либо темперу беру, либо карандашные материалы. Собираю их и привожу, раскладываю. Я готов. Ничего такого сложного нет. Но вот эта разноформатность – это хороший вариант для того, чтобы вам было удобно, красиво закомпоновывать различные позиции модели. Да, следующий, пожалуйста. Два года назад я снял ролик, с камерой прошелся по Третьяковке. Называется «Прогулка по Третьяковке». В конце этого видео будет прямая ссылка на это видео. Посмотрите его.